Всем привет, с вами Наталья, канал NK Modern, и у меня сегодня вот такой вот набор физалиса. Посмотрите, какая красота, и сейчас я вам покажу готовый результат. Посмотрите, это будет волшебство на раз, два, три. Та-дам! Как вам понравился такой быстрый старт и монтаж? Да, конечно, если бы было и вышивки так. Эта красота ко мне пришла от Tela Artis. Да, я вам все-таки покажу набор. Да, знаете, сейчас модные тенденции TikTok и все остальное. Я думаю, этот кусочек будет интересен многим. Но если серьезно, то посмотрите вот эту красоту, да. Очень искажается цвет. Я думаю, во время прямого эфира что-то будет поинтереснее. Очень яркий, очень такой набор. Я давно хотела, я давно просила, чтобы он у меня был. Я вам покажу сейчас, как все здесь вышито. Максимально близко, потому что во время прямого эфира есть нюансы. Вот такая вот подушечка, то есть 3D эффект, видите, физалис. Если эти цветы плоские, то эти, соответственно, такие, пухлики. И вот следующий опять плоскенький, и опять самый высокий, тоже опять такой 3D эффект. Эта ткань такая велюровая, привелюровая. Сейчас мы с вами откроем и почитаем, точнее даже не надо открывать. Здесь написано велюр с нанесенным фоновым рисунком и схемой. Размер 18 на 44, артикул NV019. И аппликация на велюре, чешский бисер, иглы, холофайбер, иллюстрированная инструкция по вышивке бисером. Естественно, я это все сейчас открою. Да-да. Я в этот раз попросила определенное количество наборов для того, чтобы мы с вами могли засунуть мордашки наши внутрь. Смысл какой? Видите, здесь идут наборы бисера. И вот холофайбер, который вот эту подушечку будет создавать. Есть отдельно, видите, порядок выполнения работы. Вышейте бисером плоды для аппликации, пришейте, вырежьте плоды по контуру, пришейте плоды на картину. Мелкими стежками через край оставьте незашитыми 2 см. Слегка набейте плоды наполнителем, зашейте отверстие. Ну, вот как-то вот так. Сама схема выглядит идентично, да, натуральной, поэтому здесь как-то очень кажется, что это абсолютно разные работы, да, ну вот, видите, пришито аккуратненько, вот здесь. Я с большим трудом представляю, как это делалось, но как бы теоретически я понимаю, потому что это сейчас оно пришито, а пришито оно насквозь, да, как брошечка своего рода, и... То есть вышивается здесь, видите, иголочки. Ух ты, какие иголки классные, кстати. Это, по-моему, те, что девочки называли гобеленовыми. Видно, не видно. Видите, кто... Ай! А ну, что такое? Вот такие иглы, и у них большие ушки. 3 иголки, класс. Иголки классные, хоть надо сдержаться, не захомячить. Это наборы мне дали на обзор, поэтому... Они уедут назад. Если интересно, милости прошу на сайт Tela Artis. Вы можете непосредственно на сайте производителя это все купить. И вот так оно будет накладываться. Да, вот он первый участок. Ну, вы понимаете, да. Соответственно, вот он второй. И интересный такой 3D эффект. Мне прислали из наборов только... Этот и сейчас еще один покажу. Наборов на самом деле будет больше, чем один. И когда меня спросили, Наталья, серьезно набор, я сказала, да, я хочу посмотреть, как они выглядят. Потому что такое ощущение, что наборы от Tela Artis мало кто видел, а на самом деле как бы их много. Вот так вот выглядит набор. Вот видите, 1, 2, 3, 4. Все при степлером прикреплено. Ну и в принципе все, то есть стандартная, как всегда, от Tela Artis инструкция, да, что они прилагают к схемам. Я сейчас это все дело надежно прячу и покажу вам следующее волшебство. Теперь я поколдую с другой картинкой. Она вот такая синенькая, называется «Звонкие колокольчики». Артикул NV 501, 17 на 45 сантиметров. Как вы видите, другой от физалиса размер
По составу все то же самое. Картинка, корзинка. И вот, в общем-то, смотрим, что здесь. Да, здесь мы пойдем немножко другим путем. Я сразу достану, покажу. Тоже опять 3 иглы. Вот такие вот колокольчики. Тоже вот такая вот, ага, если бы еще, такая вот конюшка велюренькая. Да, вот эти велюрики. Конечно, я не знала, что это все на такой. Она однотонная, без дополнительных цветов, то есть расцветок, с такими вот, с такой вот палеточкой, с такой инструкцией стандартной, да, она такая. И, ай, сейчас, и смотрим волшебство. Та-дам! И такой готовый результат. Да, вот такое вот волшебство. Ну, на самом деле, вы же знаете, что я не могу поступить так с вами. Конечно, я покажу для сравнения, как выглядела, да, основа, и вот как выглядит в итоге готовый результат. Конечно, васильки наполнились цветами. Ну, сама палитра такая. Нету здесь артикулов бисера. Они не указаны, так же, как во всех наборах. Но вот визуально можете посмотреть, как идут, переходят цвета, да, какие структуры и какой в итоге результат. То есть вы видите одну картинку, а в итоге вот какая она яркая, интересная получается. Мне на самом деле нравится, конечно, здесь сиренево-розовые оттенки, как вы видите, их нету. Это, по сути, символьные цвета для того, чтобы, так что, видите, в палитре нет такого. И вот он, готовый результат. Здесь на превью обратите внимание, что везде даны в наборах Stella Artis именно отшивы. Поэтому вы можете доверять, потому что чем хороши наборы от производителя, они хороши тем, что тут уже есть отшивы, да, то есть если в схемах отшивов нету и наборы из-за этого не сформированы, то здесь у вас хоть какая-то гарантия появляется, что был отшив, и вы, в принципе, можете и видите готовый результат. Края здесь обработаны горячими ножницами, такие своеобразные они, ну тут опять-таки особенность ткани, потому что она, ну, явная синтетика, и, ну, за счет этого очень хороший получается принт. Итак, Stella Artis, звонкие колокольчики, вышивка на велюре, набор. Вот такая красота у меня в кадре. Да, как обычно, розовые цвета с сиреневыми, они немножко проигрывают. Но кто был на выставке Handmade Expo 2019 осень, я тогда еще не была не только блогером, я была в лучшем случае первый раз в принципе на этой выставке. Stella Artis привозила эти отшивы. Рамка это всем, ну, как бы знакомая, и это тоже на велюре, все без стекла оформлено, поэтому мне прислали, не такая уж тяжелая была посылка, но вы, кстати, одна рама повредилась, не хочу говорить какая. И вот такой вот отшив, видите, 3D эффект, посмотрите, как пришиваются. Если там в предыдущих вязалисе, да, мы видели, что, как это называется, ну, как бы холофайбер лежал, то в этом наборе просто будут дополнительные элементы, вы вышиваете, подрезаете и вот так вот просто накладываете. Мне всегда было интересно посмотреть, да, и в итоге, видите, я теперь вижу, как это все. Тоже принцип Папертоль, тоже вот этот эффект 3D, по-моему, кроме Stella Artis, я ни у кого не видела, но, возможно, я ошибаюсь. Если вы хотите меня поправить, если знаете, у кого есть еще такие объемные с 3D эффектом, вышивка бисером, расскажите. Зачастую это набор, поэтому ссылку название я и фотографии вам поставлю, но в прямом эфире, возможно, вы мне об этом расскажете. Идем дальше. Итак, продолжаю. Это, наверное, одна из самых моих любимых работ, одна из самых ярких. Набор, конечно, приличных денег стоит, но я думаю, что со временем, когда я немножко убавлю вот этот пыл и жар, наконец-то начну вышивать работы более интересные, скажем так, для себя,
то, возможно, вот одна из следующих это будет как раз этот набор. Очень интересный набор, тоже вышивка на велюре, такой, ух, мне нравится, тактильно. Сейчас глянем, как называется. Букет с лимонами, да, название очевидное. Вот такой вот листик, сквозь практически все лежит. Мне он нравится, его можно крутить, вертеть. На самом деле, ну, мне нравится, чтобы он такой чуть-чуть подогнутый был, знаете, такой эффект. Вот этот цветочек 3D, да, его можно пожмакать, конечно, но тоже, опять-таки, очень аккуратно. Все это пришито такими вот стежками, то здесь пришито, прикреплено, а здесь, видите, нет. И вот, в принципе, вот тоже это 3D эффект, но тут листик получается абсолютно, знаете, так сложен, и вот видите, ну, очень классно. Тут уже лимоны, пухлики, по-моему, здесь, а вот тут еще пухлик, и я пухлики называю, в смысле там, где содержится холофайбер. Очень крутая техника. Обидно, что здесь сиреневым все кажется. Тут есть на самом деле сиреневый цвет, но он крайне его немного, и он так... Ну, я картинку вставлю, потому что картинку уже цвета выдержали, а здесь ведь меня все-таки врет, обманывает. Интересная техника, хороший результат. Я просто обожаю 3D-эффект. Я, правда, не ожидала, что мне пришлют отшив, когда просила. Ну, да, живя по принципу проси побольше, дадут столько, сколько надо. Спасибо огромное Tela Artis. Мы можем понаблюдать эту красоту, я вместе с вами еще и потрогать могу. Такая, как бы, ух! Знаете, я сейчас похожа, наверное, на кошку. У меня кошка безумно тактильная и любит, когда ее там почухивают в определенных местах, и она так прямо аж, ах, дайте мне еще. Вот, наверное, я сейчас вот в той же стадии, когда мне нравится пощупать, потрогать бисер, да, открытая картина, и еще мне нравится, что оно пухлое. Вы знаете, это... По-моему, 2 раза, кто вышивает бисером, поймет меня. То есть двойное удовольствие. То есть, знаете, когда не просто за ушком чешут, а еще там какие-то ласковые слова приговаривают. Ну, как бы, наверное, образ такой себе, но я думаю, кто кошатник, тот поймет. И причина, по которой я заговорила за котов, конечно же, это серия котов 30 на 30. Я попросила непосредственно мист, потому что с рыжим носиком, правда, у нашей кошки другого цвета глаза. Она уже несколько раз была в прямых эфирах, наша кошка. Но это набор для вышивки бисером. Вот такой котейка. Это круговая зашивка, можно посмотреть на схему. И да, я ее распакую, потому что наборов всего несколько пришло. И, конечно, да, я хочу показать, потому что, во-первых, мне самой интересно, потому что, когда я уеду... Есть такая вероятность, что я буду заказывать наборами. Посмотрите опять, какие иглы даются. Иглы шикарные. Как они блестят. Я не знаю, что это за торговая марка, но я в них уже влюбилась. Они такие, ой, какие хорошие иголочки. Вот, я тем более, так как Tela Artis в основном все, видите, вот это уже мы возвращаемся к горячо любимому от Tela Artis набору, да, ткани, точнее, атласу, то тут, конечно, в любом случае. Кстати, Tela Artis стирку разрешает. Есть похожий визуально бренд, который не разрешает стирку. Поэтому вот такой котик, вот такие серые глаза, да, и вот такой вот рыженький носик. Это схема. Мы, кстати, могу, да, развернуть, что я так стесняюсь. Вот такая вот красота. Посмотрите, какой красивый парень. Ну, похож на парень, может быть, и кошечка, неважно. У нашей дамы такая мордашка, что... Вот такое вот превью. Вот такое вот превью. Да, у меня тоже есть отшив. И многие, кто уже посмотрел прямой эфир, скажут: Наташа, чем же ты занимаешься? Наташа, настроение такое, я хочу подурковать. Можно с вами? Безумно нравится оформление. Насколько интересно обыграно это все. Я не знаю, это паспорту такое структурное или... Знаю, такая двойная рама, вот двойное паспорту, рама двойная, очень красиво, очень интересно. Эти коты были на выставке, у меня, по-моему, где-то есть фото на фоне этих котиков, по-моему, их 4 было на тот момент, сейчас их уже в разы больше.
Поэтому, да, у меня была возможность познакомиться с Stella Artis заранее. Вот, и как бы оказалось, что тогда я вот познакомилась с баттерфляем, но, видите, как-то не получилось у меня работать, потому что. Вот. И давайте посмотрим на цветовую гамму, которую предлагают, потому что многие шьют, у всех разные отзывы. Но вот вам, пожалуйста, отшив. Поэтому, опять-таки, если вы сомневаетесь в ключе, либо в каких-то наборах, подборах, зачастую у производителей ключи готовые уже после отшива. Если в данном случае вы можете посмотреть и понять, вот они, рыжие цвета, да, ну, коричневато-рыжие, как это все будет смотреться, как это передается, то есть вот она структура, и вот он бисер, да. У кого схемы, те понятно, что уже вышивают по ключу, кто в наборах, вот посмотрите, как это все выглядит. Естественно, здесь артикулы не указаны, здесь номерная, поэтому я думаю, что как минимум вам отшив скажет о том, насколько интересно и классно будет смотреться. Опять-таки, глядя на цвета, да, цветопередачу, глаз одного цвета, но насколько ярко он смотрится здесь и насколько не ярко он смотрится тут. Ну, тут, конечно, я не могу сделать, вот не сделать, точнее, вот так. И для того, чтобы просто посмотреть, как говорится, сравнить, как это в итоге будет получаться. Ну, не буквально, но вот такая вот ситуация. Осталась у меня еще одна работа готовая в отшиве. И покажу вам папертоль. Это птички. Птички колибри. Их тут две. Вот одна, вот вторая. Да, возможно, не видно с первого раза, но на самом деле они есть. И в таких вот цветах. Очень оригинальная. Это, кстати, фон на габардине. И такой вот очень своеобразный рисунок, такой почти акварельный. На самом деле очень интересно смотрится отшив. Кстати, у вас зеленый ярче. Вот такие вот пестрые, такие своеобразные же цвета. Называется просто колибри. Это тоже был набор, потому что, как видите, вот есть ключ и не указаны артикулы бисера. И кто любит тоже такую технику, обратите внимание, насколько интересно проработан фон. Я бы честно сказала, что это яблони, но, насколько понимаю, в нашем регионе они не водятся. Вот, так что так. Ну, ничего, смотрим дальше. Вот такая вот интересная картина. Как бы я, на самом деле, из тех людей, которые достаточно равнодушно относятся к птичкам, но девчата сейчас достаточно регулярно на многих каналах. Вот Танюша Барыльченко выкладывала по приметам. И вот пара птичек — это достаточно интересный и хороший сюжет, и достаточно правильный. Поэтому обратите внимание, что по всем признакам это очень хорошая и правильная картина. Интересная на габардине, опять-таки, то, что не каждый раз встретишь у Stella Artis. И такая интересная интерьерная вещь, я бы сказала, потому что ну, я бы для спальни эти цвета как определяющие выделила. То есть есть такой стиль. Это не лофт, конечно, но все-таки стиль уже достаточно современный, да, модерн, да, как бы. И вот это вот та как раз ситуация, тот сюжет, который очень интересно впишется в достаточно большое количество интерьера. Тут вот такие милые девчонки, да-да, девчонки. Вот такие девчонки, это уже залито жидким стеклом, это техника папертоль, и это техника на обычной тарелке. Так и написано, десертная по лотусия, даже не знаю, что это такое. Но сам смысл, что эти тарелки можно приобрести, по-моему, в Эпицентре или еще где угодно. Посмотрите, как интересно в итоге идет эта передача, да, то есть, ну, это можно как на стену, как поставить, ну, у меня подставка для непосредственно, как его зовут,
для посуду нема, но вот не стоит, конечно. Но мы понимаем, да, о чем речь идет, что вот поставив на специальный вертикальный держатель, можно вот эти тарелки хранить. Можно сделать подвеску, и как мне сказала Алина Stella Artis, что можно сделать подвеску, и в принципе ее на это же жидкое стекло и закрепить, и она тоже прекрасно будет висеть. Вот такие милые барышни. Они есть в наборах Papertoll. Если Stella Artis выпустила достаточно большое количество разнообразных сейчас наборов, да, и вот один из этих наборов вот такой, вот такая вот девчуля, да, 312, собирая цветы. Как обычно, вот тут внутри вложена инструкция, внутри вложен уже, ну, по сути, это же картинка, только разбитая. В прошлый раз я рассказывала и показывала, какое здесь изнутри. В принципе, можем глянуть, но думаю, на какой-то другой работе, да, хотя, по-моему, у меня где-то здесь есть, да, вот тут. Есть вот маленький друг вот такой, да, тоже очень интересно. И такой заборчик, фон. Ну, такое уже, как говорится, наверное, лучше сделать самостоятельно, потому что это картина. И вот эта девочка, видите, вот такие кусочки вы вырезаете и клеите на фон. Тут, кстати, вот, по-моему, будет. Или же саму девочку можно сделать отдельно, и тоже по такому же принципу. Вот мы ее сейчас откроем, девочку. Так, инструкция, вот она, и вот она, девочка. Да, то есть вот оно кошенятка, вот сама девчуля, вот он заборчик, слои. Тут написано права производителя и так далее, ну понятно. Вот тут же сразу написано слой 4, слой 2. То есть это получается первый слой или даже итого. Наверное, первый слой. Вы знаете, я к своему стыду так и не осилила, не переборола с собой никак. Поэтому, девчонок, кто уже делал, кто открыл для себя Papertoll, можете с удовольствием послушаю ваш отзыв, потому что, видите, слой 3 на нем уже написано. То есть, таким образом, получается, что самый верхний слой в итоге будет вот, чистенький, то есть слой 5. Вот видите, самый большой я вижу слой 5, слой 7 ножка. И так далее. То есть достаточно такая многоэтажная получится работа. Очень классная, такая кошачья. Мне кажется, прям сегодня в тему котов. Тем более март, в принципе, по-моему, 1 марта это праздник кошек. И вот такая вот красотуля. Но я думаю, во время прямого эфира мы этот или какой-то другой еще набор откроем. Вот. Смотрим. Это серия. У Stella Artis обычно, если делает что-то, то в основном это серийная. Это Stella Artis, наверное, стала фаворитом многих вышивальщиц, кто любит серии. Вот, итак, у нас 300, это было 311, это 312, то есть вот видите по порядку, я люблю порядок уже, ну не совсем тут. 310 это вот как раз перед вот эта девчуля, видите, тоже с заборчиком, но этот заборчик весь вырезался. То есть вот он, видите, все. То есть здесь нету картинки. Наклейте отдельные листики, наклейте наклейте на клей за основу, а край отгибайте вверх. Вот отдельные цветки для придания объема положите на мягкую основу сверху, ну, короче, и так далее. То есть вот она инструкция, и вот он, да, готовый результат. Боже, вы посмотрите, какое тут количество слоев, но за счет того, что здесь жидкий клей, жидкое стекло, извините. Еще вот такой 309, первое свидание, мне так понравилось на самом деле, ух. Разыграем мы один из этих наборов. Я скажу, какой будет разыгрываться, потому что в прошлый раз давайте выберет победитель или еще что-то. Нет, так не будет, потому что я отправляю наборы, поэтому у нас не будет такой возможности. Я сразу скажу, какой набор у нас будет разыгрываться. И еще один набор, я сейчас добавлю его сюда. Тоже, как вы видите, на тарелочке, да, то есть уже Stella Artis создает, за нас фантазирует, да,
То есть мы вот этих двух девчонок подвинем, и вот появляется еще один такой домашний натюрморт. Называется «Незабудки», Shabby Chic, артикул 150-186, либо же номер 265. Объемная картина с паперу. Вот, здесь, конечно, уже закрыто, но мы не будем смотреть, не буду я разворачивать. И мы посмотрим лучше поближе саму работу. Я вначале, мне показалось так странно, когда вот эти мелкие, да, детали, но когда я, знаете, так приблизила, а потом удалила, и гляньте, какая красота. Да, вот эта красота в деталях, не знаю, для меня это прям мое все. Это то, без чего я, вот, как говорится, жить не могу. Я люблю детали, мне нравятся эти все, знаете, очень проработанные мелочи. Это... Когда, знаете, для кого-то это даже незначительный элемент, а здесь, посмотрите, все. И тоже, гляньте, какая красивая тарелочка с таким контуром. Понятно, что тарелки не идут в наборе, но, тем не менее, то есть вы можете же реализовать это все с такими вот девчушками. Просто вот кто любит, как говорится, ой, не могу разместить все. Поэтому один из наборов будет разыгран. Когда выйдет видео, велика вероятность, что уже победитель, возможно, даже и соберет это. Вы думали, я на этом закончу? Конечно, нет. Это Tela Artis, поэтому один из тех производителей, как мы смеялись с Алиной, что он говорит, вышивки, схем много. Я посмеялась, говорю, вы не знаете, что такое много. Когда касается Tela Artis, мое много немножко меняется в контексте. Поэтому сейчас покажу те схемы, которые я попросила прислать мне на обзор. Что-то я, конечно же, оставлю себе, что-то будет разыграно, а что-то, увы, придется вернуть производителю. Надеюсь, в этом видео я вас не заставлю нервничать из-за постоянной смены картинки. Надеюсь, что все же вы меня поймете и простите. Сейчас я вам покажу серию «Домик мечты. Мостик через реку». Вот такая красота. Это номер артикула 487. Вот такое нам обещает производитель. И, о чудо, здесь полная зашивка. Есть у Tela Artis определенное количество схем с неполной зашивкой. И не только у Tela Artis эти сюжеты, но Домик мечты у них всегда с полной зашивкой и достаточно в таком интересном варианте. И самое интересное, он у нас тоже вот сюжет Домик мечты, весенний шарм. Смотрите, какая красота. Я свой домик, летний домик или домик мечты вышивала. У меня, конечно, в разы больше. Нету вот такой вот мимишности. Но вот видите, вообще у Tela Artis большая очень серия этих домиков мечты. И, конечно, это 488. Вот они последние, которые вышли один за одним. Слушайте, не помещаются просто в схемы. Давайте я пока оставлю это. Что сказать? Это полная зашивка. Формат чуть больше А4. У Tela Artis всегда есть количество цветов, да, вот 29. И всего сколько здесь бисерин. 73, 28. И здесь 17, 318. Странно. 7328. А здесь 17 318. Вы знаете, а вот тут бы, конечно, становится интересно. Так истине к моей истине, конечно же. Идем дальше. По поводу, да, я уже сказала А, не забудь сказать Б. Вот такая схема, называется «Озеро Морейн». Уже девчонки в сообществе НК Модерна выкладывали кусочки отшивов до нашего сообщества в Вайбере. Поэтому ниже есть ссылка, переходите с телефонов, и вы увидите уже первые отшивы и обсуждение ключа. То ли были ошибки, то ли еще что-то, я уже не помню. Номер схемы 479. Опять-таки на атласе. Написано, что здесь, смотрим, 21091. Вы знаете, если это так, тогда в том доме все-таки 17 тысяч. Вот, цветов. Проверяем размер. Теперь я так буду делать, пока у меня сантиметры есть. 39 на
24. Хочу вышить. Это на самом деле озеро из Канады, куда, собственно говоря, я еду. Поэтому, естественно, остаться равнодушной к этой схеме я не могла. Меня вполне устраивают здесь горы, меня устраивает наличие воды. Есть еще один сюжет, который тоже не оставил меня равнодушным. Тоже сейчас я его вам покажу. О чем я хочу сказать. В свое время, общаясь с каким-то количеством психологов, у меня друзья, подруги есть психологи, они обратили внимание о том, что у меня нету тяги к воде. Есть определенный тип людей, которые ресурсно требуют наличия воды. И я как раз тот тип. Поэтому, если меня не тянет к воде, и я не могу найти источник воды, значит, есть какая-то внутренняя проблема. Тогда она была, и мне было... Сейчас меня безумно тянет к воде, сейчас хочется вышивать. Первый шаг положен, это у меня на девушке весне, там небольшой источник воды, и меня потянуло к голубому цвету. Поэтому горы, воды и так далее, они... в качестве пример, что нехорошо вышивать, нехорошо вешать, опять-таки идут исключительно в контексте жилых комнат и как поглотителей каких-то. Но я, как человек, скажем так, довольно-таки серьезно в свое время увлекающийся фэншуем, и плюс читающий книги по психологии и психиатрии, да-да, вы не ослышались, и имея друзей-психологов, я узнала, что, скажем так, иногда есть ресурсные вещи, вот, например, как здесь, да, посмотрите, какое количество воды, какое количество гор. Это говорит не о том, чтобы, скажем так, это плохо, что ты вышьешь, оно может быть плохо только когда у тебя нету необходимости в этом. Вот, поэтому в моем случае вода не только уместна, а сейчас, если я вышью такой сюжет, а у меня еще есть биплан с очень похожий, да, такое ощущение, что биплан летел или улетал с этого места. Вот я его уже спрятала, ну и неуместно здесь показывать, то есть сюжет от Аккорнс. И очень красиво между собой. У меня вообще сейчас такая стилизация идет, разные сюжеты разных производителей, и при этом, скажем так, как вам сказать, которые между собой очень здорово перекликаются. То есть у меня уже в коллекции, именно у меня уже коллекция схем, учитывая их количество. Вот, и да, поэтому озеро Морейн однозначно я бы рекомендовала к вышивке. Если у вас есть такой позыв, значит у вас какой-то такой внутренний диалог, и вам действительно не хватает, потому что воздух и чистота и пространство это одно дают, горы это другое, то есть несущий, да, такой элемент, и вода. Тут на самом деле в этой картине все стихии присутствуют, они достаточно чистые, хорошо и классно показаны, поэтому, ну, вышивать вам или не вышивать, я как бы не веду такой диалог, да, но это, кстати, максимально такая именно картина, которая показывает о том, что можно. Сомневайтесь, повесьте в кабинете, либо повесьте непосредственно в кабинете где-то в офисе, и поверьте, вам будет действительно хорошо. Но это нужно опять-таки психологическая потребность, ресурсность и так далее. Я точно эту схему буду вышивать. Проговорив о такой схеме, я, конечно, не могла устоять и по поводу домиков и всего остального, да, этот домик участвует от Элла Артис, прям главный герой, но я не смогла, опять-таки, забыть, потому что «Северное сияние» снова стало хитом, это 480, вышедшая работа после озера Морейн, да, это 487-я уже, подождите, не тот домик схватила. Ох ты, елки, 488 надо. Вот такой вот домик, да, превью тут такое себе, но это очень знакомый сюжет, и я думаю, многие его не только знают, полюбили, еще и уже часть людей и успела вышить. Вот он домик, да, то есть в разных ипостасях, разного ракурса. Ну, этот немножко, конечно, отличается, то есть крылечко там развернуто и так далее, но представим, что это вот с той стороны, да, с фасада. То есть это вид с лица, а то вид с фасада. Вот если это озеро, оно как раз где-то вот там вот и заканчивается. Тут там где-то эти елки, условно.
опять-таки, все это условно. И мне очень нравится то, что видно. Понятно, здесь елок, конечно, больше, чем тут фруктовые деревья. Вот. И опять-таки Stella Artis выпустила в небольшом размере. Всего здесь 17328. Да, 17328. Там все-таки опечатка. Не 7000 в маленьком. Вот, там 318 может быть, но все же. И вот такая вот схема на атласе. И тех, кто хотел вышить северное сияние, это маленький сюжет. Ну как, относительно полная зашивка, еще раз повторюсь, 31,5 и на 23,5. То есть вот тут по краям такая вот небольшая зональность для того, чтобы легче собрать. Ключ дан. Ключ от 1 до 24, то есть немного. И, ну как, относительно немного для такой работы. И мне очень нравится цветовая подача. Такая прям, тоже опять услышала в приметах, что нельзя вышивать зиму. Ну, я как бы подумала, что это на самом деле вообще нет. Вышивать зиму можно, опять-таки, если не на примету, а для удовольствия. Это, знаете, как обтягивающее не носить, черное не надевать. Это из той оперы, ну, как для меня. Я, опять-таки, у меня бывают сезоны, когда я ношу красную одежду, синюю, черную, коричневую, зеленую. Это меняется вне зависимости от того, как мне Pantone, ну, если кто не в курсе, есть компания, которая рассказывает, какие цвета в этом сезоне модные. Так вот, в этом году модный серый и такой кислотно-лимонный, но я его носить не буду. Вот он здесь немножко, кстати, присутствует желтый, вот этот желто-лимонный такой цвет. Он сейчас очень моден, если что, если вы не в курсе. Серого вот модного здесь явно не хватает, но. Поэтому Stella Artis 480, новинка зимы. Символьная схема в значках. Отшивов я пока еще не видела, но это такой достаточно известный сюжет. У Stella Artis он немножечко как подобрезан, ну, я бы сказала, он не столько обрезан, сколько вычищен, да. И как бы опять-таки мой вопрос, бывает ли небо зеленым, вот, пожалуйста, желтый, зеленый, и вот мне розового не хватает какого-то ночного, да, аж крыша стала, видите, фиолетовый. Смотрим фиолетовый цвет, здесь 37, 128 и 0,21, вам не видно, а жаль, 0,21, 23. Вот такая вот красотень. Нравится мне очень. Да, я их показываю не по порядку, по исключительно своей личной логике. Поэтому так тоже бывает. Итак, следующий лис. Юля Осенняя там без ума от него. Она себе умудрилась его купить. Но у нее тема осени и лисичек всегда актуальна. Это частичная зашивка, это уже номер 482, да, так, не совсем говорю по порядку они у меня идут. Я так еще раз, чтобы вам показала, 480, 480, 79, вот у нас где-то потерялось 481, но, наверное, это трамвайчик, который я все-таки сказала, что не стоит мне присылать, потому что, ну, о теме трамвая я как бы мало могу. Что мне здесь привлекло и почему я попросила на обзор? Это схема без бэка, но при этом с частичной печатью и вышита бисером. Я хочу вам показать, как в итоге дизайнер Stella Artis, да, решила этот вопрос. Обратите внимание, что видите, такая вот структура. И я верю, что получится то, что должно получиться, потому что вот таким интересным способом это пошла прорисовка. И вот в листьях. Мне было очень интересно посмотреть, потому что Юля, я не помню, показывала эти куски или нет, но поэтому я захотела сделать этот обзор сама. То есть, видите, попрыгать здесь, конечно, придется, но обратите внимание, как это все переходит. Конечно, бы хотелось понимать, в какую сторону, в принципе, выложить этот бисер, чтобы изначально задумка совпала, но я думаю, здесь можно будет, в принципе, постараться. И опять-таки, никто не говорит, что, например, оба это участка, бисер должен быть развернут в одну сторону. Здесь место есть для фантазии. Хотите, нравится, делайте, понимаете? Тут самое важное,
наверное, вот в этом лисенке мне понравилось то, что насколько интересно будет именно реализовать себя, попробовать и, соответственно, ну, очень интересный сюжет. Не моя стилистика от слова совсем. Называется «Сказка про лису». Даже название, скажу вам честно, не совсем-то мое. Но нравится. И при этом я вам скажу, что работа 26 цветов достаточно такая большая. Вот, поэтому за лиса я, конечно, не берусь утверждать, что это мой любимый сюжет, но интересный даже очень. Решила я перейти все-таки к сюжетам о цветах. Я вам скажу так. То количество цветовых решений, цветов и техник, что есть у Tela Artis, это просто невероятно. Называется эскиз розы Tela Artis 431. Я уже точно знаю, что я ее никому не подарю. Попрошу Tela Artis оставить себе. Мне нравится, что здесь происходит внутри, по краям и всему остальному. Техника, блин, сквозная. Мне нравится. Вот она насквозь меня пронзила, и я хочу. Я не вышивала розы, кроме как в полудне. А в такой технике тем более нет. Я не знаю, куда я потом эту розу дену. Даже не собираюсь об этом думать. Но посмотрите, она такая точно, естественно, не получится. Потому что это картинка. Всего 6208 штук, верю. 17 цветов. Сейчас надо будет глянуть, что у меня есть в наличии. И вы знаете, я бы на разгрузку, тем более техника моей девушки достаточно большая, я бы взяла за отшив вот этой красоты. Бог ты мой, какая она красивая, какая она интересная. Надо глянуть цвета, действительно посмотреть, что здесь происходит. И вот эта роза однозначно в моей технике. Посмотрите, как выполняется стебель, как оно все обрывается. А еще мне очень нравится, как выглядит вот этот лист. Вы знаете, возможно, если бы я рисовала розу, я бы, конечно, однозначно вот эти вот штрихи, видите, она просится, вот просится и все. Но настолько естественно выложено, вот, ну, то есть я не художник, но эти линии естественны, хороши и прекрасны. Возможно, что-то как бы, да, я хотела раскрасить фон, но я вам скажу другое. Так как он серый, ничто мне не мешает сделать это потом. Может быть, правильно автор сделал, что вот такую середину оставил и дал возможность потом что-то дорисовать. Возможно, это так и должно быть, но этот цветок, это роза, в которую я влюблена. Просто увидела и любовь навсегда. Эскиз розы Tela Artis 431. Еще одна роза, ну точнее даже не одна, целое панно. Сейчас я попробую вам показать ее побольше. Понятно, что в прямом эфире вы ее увидите. Вот такое вот превью. Девочки тоже своеобразно борются с ключом сейчас. Я не помню где. Tela Artis, кстати, обратите внимание, ты уже которую схему показываю, техника пошива уже есть здесь непосредственно на самой схеме. Написано Tela Artis, пудровые розы, артикул TA452. Многие любят эту панель, вышивают, особенно с учетом того, что одна роза вот такая будет. Вот, честно говоря, не знаю, как тут вот этот фон забивается. Но я видела, как девчонки вышивают, и видела вот отшив где-то с нижней части, вот отшита и ровно половина. Если мне кто-то из девчонок, кстати, бумагу наконец-то перестали ложить. Я только сейчас тоже заметила. Видите, вот такая внимательная. Вам рассказываю, сама учусь. Мне очень нравится эта схема. Я, ну, как бы говорю, она мне нравится, но не факт, что это мой сюжет. Ширина 23,5 и высота, давайте посмотрим, 41. В этот раз, я же говорю, раз уже взяла сантиметр в начале, будем продолжать. Интересная панель, красивая. Есть девчонки, которые любят, когда вот так вот забито. Я, в принципе, сейчас вышиваю фрукты в подобной технике. А вот кому хочется цветов да побольше, вот, пожалуйста, вам сюжет от Tela Artis. На самом деле у Tela Artis, знаете, тот случай, когда цветов много не бывает. Слушайте, положила поближе, а в итоге схемы решили разбежаться. И, соответственно, тюльпаны. Да, я не могла обойти мимо вниманием тюльпаны по той простой причине, что сейчас весна. Я очень скучаю за тюльпанами.
Вот такая тоже панелька. Помните, когда-то я перепутала, как эту панельку только у других авторов. Эти тюльпаны показать. Ну, как бы не эти, просто были тюльпаны. Вот, это Stella Artis, называется Триумф. Ну, я не понимаю почему, но пусть так. TA307. Достаточно уже взрослая схема. Размер ее смотрим, так как это панель 17 на 44,5 сантиметра. Ну, плюс там половинки, 45 можно считать. И ключ, это полная зашивка. Да, вот обращайте внимание, очень много техник. 26. И гляньте, тут даже интересно, в ключе теперь Stella Artis указывает фон. Всего 16 717 штук. Вот такая вот красота. Мне очень нравятся эти цвета, передача. И я очень надеюсь, что и вышивая вот Stella Artis, ну давайте посмотрим, зеленый, очень красиво проработанные листья. Итак, по цветам. Ух, любовь к этому 0,3. Видно, 0,2 тоже любит Stella Artis. 0,3 253, 0,21 54, 78 154, такой яркий. 50 220, 57 430, 50 430, 50 120 и 50 150. То есть от полупрозрачной середины уходим в такой темный. Вот тут вот уже, соответственно, очень плотно будет, вот тут 150, 150 и так далее. В принципе, ну да, может быть, потому что блики 57-м будут показаны. Я думаю, будет интересный такой отшив, интересный результат. В общем, мне очень нравится. И вы знаете, тут я не могу понять, что мне нравится даже больше. Эти тюльпаны, вот видите, 1, 2 и 3 всего лишь. Насколько они, либо мне нравится, видите, этот уже хорошо распущен, это чуть меньше, этот еще в бутоне, либо количество листьев. Не знаю. Вот в такой формате, в таком панели, вот мне эти тюльпаны у Stella Artis единственные, которые вызвали восторг, да, наверное. Не просто удовольствие на это смотреть, желание там отшивать, а вот такую, конечно, панельку интересно было бы иметь у себя. Подумаю, потому что, говорю, пока у меня, конечно, разнообразие такое еще. Вот, кстати, к теме физалиса, не знаю, кстати, не кстати, хотела показать подряд, но, увы, получилось разбить. Пришлось. Физалис, это уже другая зашивка. По-моему, у Тати Бисерти есть отшив, то есть, да, вот этими с ягодками совсем. Очень бледная, кажется, схема. На самом деле отшив поярче. Осенний физалис ТК 087. Ну, очень мне захотелось физалис взять у Stella Artis после того, как я на обзор себе получила от Мики физалис, да, вот этот осенний букет. Думаю, ну, нужен для того, чтобы понять, составить для себя представление, как могут выглядеть осенние букеты, потому что быть в сезонной вышивке или не быть, решать каждому, но вот физалис, вот какие-то такие яркие краски очень хочется. По ключу здесь 23 цвета, итоговая цифра здесь написана 8817. Я готова верить, потому что схема старая, это в новинках иногда, увы, случаются казусы. И размер 23,5 на, тадам, на 45 почти. Там без нескольких миллиметров, ну даем погрешность. В общем, вот такая красота. Тоже, опять-таки, своеобразная панель. Это монастырский шов, то есть не полная зашивка, но монастырский шов. Поэтому есть, видите, частично прорисованные элементы. И эта схема, я помню, мне Алина говорила, почему, ну я склерозник. Вот, она на габардине. Она на габардине. Кто хочет познакомиться с техникой, в принципе, Stella Artis, но каждый раз смущает то, что это на атласе. Вот вам, пожалуйста, есть схема, которая ТК-087. Она отличается именно вот так, 0,87 ТК. На габардине, пожалуйста, как говорится, вы можете попробовать. Монастырский шов, частичная зашивка, как говорится, ничего замысловатого. И при этом, так, сейчас опять
что-то у меня прям сегодня. Вот такой вот кусочек схемы. Сейчас объясню, почему кусочек. Гляньте, какие розы. Вообще классная Shabby Chic букетик, да, такая миниатюра. Кстати, Папертоль тоже что-то подобное, да, с цветами было. ТМ 137. Не знаю, почему буквы меняются. Всего 3316. Тоже, опять-таки, я проговорила о том, что вы можете попробовать. Вот такие варианты, да. И плюс по цветам, по ключу мы столкнулись в сообществе NK Modern, опять-таки это в Вайбере, сообщество, что от первичных ключей иногда могут быть изменения, хотя были уже отшивы, очень сильно меняют цвета розовые производители, то есть непосредственно чех. И могут быть, конечно, казусы, как у меня случились в гибискусе, да, то есть там, конечно, беда-бедища. Но поэтому проверяйте, думайте, смотрите. Опять-таки ключ дан как рекомендованный, и его актуальность, если вот как здесь, да, схема достаточно такая пожилая, то, конечно, нужно будет вам, ну, как говорится, учитывать этот момент, что могут измениться, ну, восприятие. Итак, смотрим 23,5, прям любимый размер Stella Artis. На высота на 16,5. То есть вот такая вот кроха, ну, не знаю, кому как вышивать. Мне там, может быть, 3000 и на 4 дня хватило бы, может быть, на меньше. Но опять-таки не забываем тот период, когда вы подбираете бисер. Ключ достаточно, говорю, широкий, 17 цветов. В принципе, только вот зеленых у нас 4 цвета. Один желтенький, ну, желтенький так символично, вот как бы в полубутонах. Даже не желтый, 53310, это оливковый. Так что, кстати, желтого здесь-то и нет. И, да, надо смотреть по цветам. 46205, это белый. Он пойдет, получается, в сами розы. Такие достаточно различимые символьные значки. Многие жалуются на Stella Artis. Не знаю, у меня пока как-то распознаю я значки. Мне нет необходимости их смотреть. И гляньте, что у меня есть. Да, неаполитанский, нет, прованский букет. Вот такая громадина, да. Я покажу вам хотя бы превью. Девочки многие отшивали розовые и так далее. Мне, конечно, захотелось поиметь в руках вот этот. Тут ключ, кстати, не такой уж и большой, как я думала. 28 всего цветов. 33 тысячи, ну, конечно, кому я показываю? Себе. 33 767 штук бисеринок. ТК 044. Ой, как-то он ко мне в руки попал. Я вот думаю, ой, а у меня такого еще не было. Но на самом деле я вам разверну во время прямого эфира и посмотрим, какая на самом деле у него величина. Хотя померив, я могу, конечно, померить. Здесь у нас получается метр на... Ой, а где же он заканчивается? Ну, друзья мои, я, значит, здесь делаю. На 24. То есть такая панель с достаточно такой серьезной заявкой. Интересные цвета сиреневые, но отшивов я по-хорошему еще не видела. Все вышивали неаполитанский. У нас Даша, Алмазка его, по-моему, выкладывает. А вот как есть еще корсиканский. Тоже Stella Artis. И есть вот прованский букет. Хотелось бы посмотреть на отшив. Наверное, поэтому я и попросила, чтобы у меня была эта схема. Ну, вроде бы просила. Для того, чтобы посмотреть, да, и опять-таки для сравнения. Вот вам миниатюра. Тут половина даже, да, вот. И вот посмотрите, какая разница. Это бесспорно у них хит продаж, да, достаточно дорогая, потому что ткань, извините, метр на, сколько там я сказала. Но при этом можно начать с малышки и пробовать. И еще раз смотрим, это габардин. Кто боится взять вот этот большой букет, это габардин. На габардине нанесена эта схема, то есть это не атлас. И это обычный монастырский шов. То есть такая большая, серьезная схема. Посмотрите на печать, как она, да. Вот, у меня решила она не сосредотачиваться. Вот считаемость значков.
То есть, ну, да, у меня, конечно, блестит, но блестит на самом деле, это у меня в упаковке я так и не достала. Интересно, ну, как по мне тогда. Я, в принципе, сейчас стараюсь, мне позволили производители, знаете, такой марш-бросок. Я пишу список в этот раз, на эти прямые эфиры, основных пожеланий, чего бы я хотела увидеть, да. И, конечно же, зачастую я получаю то, что я могу, потому что я для себя уже, в принципе, представляю как объем эфира, так и могу объяснить, почему именно эти схемы. Возможно, можно было что-то другое, мне производитель тогда подсказывает, но тут уже вещь идет не о продаже чего-то там, а о том, чтобы освежить наше восприятие, потому что зачастую девчата ищут схемы и не знают, где их взять из-за того, что действительно многие схемы подзабылись, разработки какие-то любимые уже вышиты, но были какие-то по ним вопросы. И да, вот я такую схему, конечно, она огромная, но интересно. Но опять-таки я люблю большое. Мне было бы интересно ее вышить. Нравится этот букет мне или нет? Ну, вы знаете, скорее да. Он нравится мне своей живостью, своей правдивостью. То, что опять-таки я очень ценю в многих сюжетах. Я не очень люблю, когда, да, 4 сезона встречаются в одном букете. Даже в наших реалиях, к сожалению, так не всегда бывает. Так, поехали дальше. Поехали дальше. Вот такая тоже старинка. Тоже, кстати, в приметах что-то там рассказывали о велосипедах, там, странах и тому подобное. Но вот тоже, кстати, как альтернатив, 2794 штучки. Я так искренне искала самый маленький какой-то сюжет, и вот нашла вот такую вот красоту. Кстати, бабочка это какой-то там прям супер символ. Сердечки тоже могут быть, поэтому Париж, Эйфелева башня, цветы, велосипед. В общем, как говорится, навстречу приключениям, любви и впечатлениям. Я поэт, зовусь Незнайка, а вообще так я Наташа. Вот, кто вдруг не в курсе. Называется «Парижский велосипед». Это часто серия Прованс называется, артикул ТМ-143. И эта схема блестит не так сильно, но она все-таки на атласе. Ключ 22, количество тут вообще чуть, потому что велосипедик, цветочек. Девчонки часто такие схемы называют отдыхалочками. И в принципе в наших реалиях я бы вышила велосипед этот просто для того, чтобы наконец-то куда-то поехать. Но у меня все нормально, я улетаю, поэтому если у вас были планы на весну, вот, пожалуйста, вот такая красотища, вот такой интересный велосипедик от Teleartis. Кто еще вдруг не думал о том, чтобы сделать какую-то вышивку для... Ой, сейчас, секундочку. Для чего-то такого, то есть как прикладную, то я вам рекомендую об этом подумать. У Teleartis очень много разработок. Так, TA-398. У меня есть ощущение, что я, конечно, приближаюсь к тем схемам, которые я еще не видела. Называется акварель анимон. Шикарная подача. Мне очень нравится акварель. Я у Teleartis попросила в акварельной технике из-за того, что у меня был разговор с Ириной Клименко по поводу, как реализовывать в бисере акварельные сюжеты. И спасибо Teleartis, они это сделали, поэтому такая вот, скорее всего, это может быть подушка, да, размер у нее, наверное, 30 на 30, как они любят писать, но мы проверим. Да, я сегодня еще раз повторяю сантиметров. У меня получается, правда, 29. О чем я, собственно говоря, уже не раз говорила. Да, 29. У меня 29. Ну, это не самое такое, этот сантиметр, как говорится, ни о чем. Вот такая вот интересная зашивка. Полная зашивка. Атлас. Да, это атлас. Поблескивает 19 881 штука. 23 цвета в ключе. И да, мне очень нравится вот эта такая странная такая акварель, но это акварель. Кто не знает,
есть сейчас тенденция на такие татуировки в акварельной технике. Они считаются сейчас очень востребованы. Конечно, сейчас на меня многие сейчас начнут фукать, тукать и так далее. Но, увы, это мир моды, и не я его диктую. И вот это и одна из техник сейчас востребована. Вот эта вот передача цвета, она просто признана сейчас как-то одной из, ну, самых впечатляющих, да. Поэтому вот, пожалуйста, если хотите быть в трендах, вот такая оригинальная подача. Ну, я даже не могу вам сказать, что мне здесь очень сильно нравится. Мне здесь нравится, в принципе, все. Визуально очень простой такой рисунок, но мы же видим по цветам, как это все будет интересно реализовываться. Конечно, придется поработать, потому что будет очень много скучных мест. Без этого никак. Опять куда-то дела свою каску, конечно, как в лучших традициях от меня, видите. Много одного фона, и это, я вам скажу, 85 грамм только вот этого бисера. Цвет это будет 57-205, это по сути белый, но за счет того, что будут контуры, будет так интересно просвечиваться. Даже так вот, даже вот навскидку. И вот эти вот цвета, конечно, интересно, интересная работа будет, ну, посмотрим. Вот, покажу я вам несколько еще новинок. Будем показывать, я их буду дробить, потому что по-другому вам может стать неинтересно. Вот такая вот 485 схема. Я сказала, дайте две, и мне дали, поэтому у меня есть вторая схема. Называется это букет в шляпной коробке первый, да, и будет второй. TA 485. Вот такой вот Париж, такая вот интересная, да, выкладка цветов. По-моему, это орхидея. Я как бы по цветам не очень. Вышивается здесь по факту только сам букет. И вот эта коробка, конечно, нет. Работы поэтому немного, но эффект 3D, то есть чтобы этот цветок вываливался с этой коробки, явно достигнут. И мне нравится, как здесь прорисована сама коробка. Вот эти все блики, как, не знаю, как вам, мне через камеру уже передается вот это овальный такой эффект и объемы. Классная печать, замечательная. Смотрим теперь на символы. Это любимый квадратный, кстати, размер Stella Artis. Тут, мне кажется, они уже пришли к единому размеру. У них нет вот этого разброда и шатания. Да, смотрим. Ну, тут 29,5. Смотрим вверх. Ай-яй-яй. На 29,5. Да, в общем, здесь уже четко квадрат соблюдается, по сути, стандартный. Я думаю, что если еще натянуть, как раз это будет рамка на 30 на 30. Всего 6000. 932 штуки, 26 артикулов бисера. Артикулов, ну да. И вот как бы ключ тоже достаточно разнообразный. Тут такие схемы, символы. По идее, как? Ну, мне так кажется, что цвета здесь, ну, будет сложновато перепутать, потому что все близкие, они между собой отличны символами. Вот кусочек этих фиолетовых, вот розовые тут с фиолетовыми. В общем, должно быть интересно. Превью, как всегда, микро, и это картинка без отшива. Но, с другой стороны, уменьшить до такого размера и сам отшив, в принципе, так и будет. Я напоминаю, что если вы хотите четко видеть отшив, вам в раздел наборы у Stella Artis. И следующий, да, букет в коробке номер 2. Это TA 486. Вот такой вот красавец, тоже такой своеобразный букет. По сезону я, к сожалению, не могу вас сориентировать, потому что, ну, нет у меня знаний таких. Опять-таки, это квадрат. Я, поверьте мне на слово, такой же, как и предыдущий. Верхний фон, видите, уже несколько размыт. В той работе он был поярче. Но здесь просто нужно было убрать, иначе акценты белого просто сместятся. И также здесь 6000... Ай-яй-яй. 454 штуки и в ключе 27 цветов. А в предыдущей работе было 26 цветов и 6900. То есть эта работа даже чуточку поменьше вышивать нам. Вот, работать. И тоже, опять-таки, вы посмотрите, как визуально смотрится
да, вот такой служить. Мне кажется, уже скруглили эту. Нравится жрё-печать, нравится рисунок. Не знаю, откуда взят это, в принципе, сюжет, но очень интересно получается. Хотелось бы, конечно, увидеть в полном масштабе такую уже вышитую работу. Но тут, увы, не увидишь. Красиво, классно, нравится. Вот. Пошли дальше, конечно, схем будет много, потому что эфир Stella Artis, какой я смогу сделать в следующий раз, ну, я не знаю. Явно не такой, на какой я рассчитываю, поэтому перейдем к небольшим сюжетам, которые, в принципе, кто-то что-то уже знает, что-то новое. Этот новый сюжет ТА 484. Вот такая, опять-таки, любимая уже мной круговая техника. И не только. А листья здесь вышиваются монастырская техника, то есть здесь уже смешанная техника. Кто любит, кто не любит, не знаю. Но обещает работа быть интересной. Вот такие вот ягоды. Да-да. Голубика. У вас будет голубика все сезоны. Всего 8917, 21 цвет бисера указывается в ключе. И называется черника. Ну, я голубикой назвала, видите. Такой есть. И садовод. Садовод я не очень, овощевод тоже. Вот, и так, это у нас размер 23,5, уже любимый Stella Artis, да, уже не на одной схеме встречается. И, ну, условно, 30 сантиметров в высоту, если округлить. Вот такая интересная работа, может быть, вот эти зеленые ягодки, мне прям нравится. Хорошие цвета, хорошее решение, в общем, продолжаем. Я еще, конечно, не выдержала, заказала из овощных таких моментов. Мне почему-то очень захотелось вот этот вот корнеплоды эти. Куда бы я их разместила, не знаю, но я еще не уехала, тоска о родине уже велика. Я бы назвала его просто борщ. Ну, на самом деле здесь написано букет корнеплодов. Ну, мне тогда картошки не хватает, конечно. Но такой, возможно, это она и есть. Вот, если присмотреться, картошечка может быть и есть. Но на самом деле здесь микро такая палитра. По-моему, опять-таки Тати Бисерти вышивала. Или она вышивала морковку. Не знаю. Интересный очень сюжет. Такой бомбический. Прям не знаю. Мне он так понравился же. Говорю, так интересно. Говорю, блин. Ну вот, знаете, как-то так. Не знаю. Я не могу объяснить, чем он мне понравился. Так, букет корнеплодов. Артикул ТА 471. 33 цвета бисера, всего 15005 штук. Вот такая вот красота может быть у вас, поэтому интересно. Опять-таки целая серия, я постараюсь все же поставить какое-то количество картинок с этой серии, на то оно и видео, для этого оно и делается, для того, чтобы вы посмотрели богатство и разнообразие, потому что Stella Artis, так же как и многие наши производители украинские, они работают неустанно для того, чтобы разнообразить вышивальный бисерный мир. Вот, и, конечно же, я не могла напоследок не оставить несколько схем. Да, я их вам хочу сразу показать, потому что это год быка, а это пасхальный заяц, кролик. Поэтому мы начнем с бычка. Красавчик. Красавчик такой. Вышивка на габардине. У меня такое ощущение, ну, я могу ошибаться, но, кстати, ТА 483, что это бычок является продолжением серии. Помните, лис в маках, зайчонок в этой чертополохе, там несколько шмелей, и вот этот бычок. Я все думала, когда же будет 4-й вариант и какой он будет. Но не ожидала я этого быка. Я сразу сказала, что полный восторг, конечно, хочу его видеть у себя, как минимум на обзоре. Этот красавец, их много уже сделали, там шляпу, шарфики одели, всякие бычки есть. Но такого, особенно на подушку, нету ни у кого, кроме Stella Artis. Богатство, конечно, 31 артикул бисера, 7492
должно быть пришитых бисеринок. Размер вроде бы как 30 на 30, но так как нету явных полей, да, здесь сложновато будет померить. Ну, скажем так, бычок в ромашках TA 483. Пока снимаю, няша уже выспаться успела. Вот, и опять-таки кролик. Меня, когда я показала подруге с визгом, какой дикий восторг, она сказала, как тебе могло такое понравиться. Тут все, что не нравится мне. Есть розовые цветы, заяц странный лопоухий, и сюжет проще не придумаешь. И да, мне понравилось именно все это. Розовые цветы, что это? Девчонка, кроль в цветах, да, такая, даже немножечко, вот такая мордаха, маленькая, прикольная, и мне больше не надо. На фоне того бычка с цветами, да, эта девчуля прям, ну, прям не знаю, прям 100 из 100 девочка, пасхальный кролик. Пасхальный кролик не обязательно быть мальчиком, сейчас уже много пасхальных кроликов делают девчонок. И вот от Tela Artis TM142, не знаю почему TM, не спрашивайте, но это новинка. Кролик в цветах. Нравится она мне безумно. Красавица. 4508 штук. Вот такая вот милая, примилая. Посмотрите на превью. Как всегда, да, там что-то за окнами происходит. 17 цветов бисера. И, да, ну 4000, кстати, не так уж и мало. Это там на неделю работы, собственно говоря, можно растянуть. И вот такая вот кроха. Нравится. Я прям в нее влюбилась страшно. У меня есть уже, кстати, в любимцах кролик от Tela Artis, который вот на подушке как раз 30 на 30. И вот такая вот девчоночка. Нравится же, прям нравится, нравится. Вот она прям, не знаю, зайцев я вроде как не люблю, хотя практика показывает обратное. Итак, уже готова была прощаться, но совсем забыла вам сказать, что благодаря девчонкам в нашем сообществе в Вайбере NK Modern есть большое количество отшивов, которые я, естественно, хочу вам показать, потому что мы все как настоящие коллекционеры просто собираем эти отшивы друг за другом. Может быть, я кого-то обижу, что не совсем, может быть, корректно указала авторство, потому что мне в этой группе видны только имена девчонок, хотя многих я на самом деле уже и знаю. Но я вам предлагаю посмотреть работы, полюбоваться отшивами, сделать какие-то, возможно, для себя выводы, да, и есть даже варианты уже оформленные в рамы. Поэтому любуйтесь, наслаждайтесь. С вами была Наталья NK Modern, а это отшивы девчонок, вышивальщиц бисерных. Поэтому приятного времяпровождения. Пока.